Трейдеры говорят, покупайте там, где дорого, а продавайте там, где дешево. Сегодня я расскажу, как это сделать, как продавать там, где дорого, как покупать там, где дешево. Вы узнаете хорошую торговую стратегию, которая позволит вам выставлять ваш стоп-приказ, выставлять ваш take-profit и зарабатывать довольно неплохо. Сегодня я расскажу эту стратегию на основе своих реальных сделок со своего реального счета. Вот точка входа в продажу, вот последующий выход. Взял вот такое движение, чему несказанно рад. Это первая сделка, которую мы сегодня рассмотрим. Вот вторая сделка. Я ее сделал по той же самой логике, которую буквально через минуту расскажу. Вот точка входа в продажу, вот выход. Взял вот такое полноценное движение, чему несказанно рад. И тоже на этом довольно неплохо заработал. Логика у этих сделок одна и та же. И вы сможете использовать эти сделки и тоже на них зарабатывать. Вот точка входа в продажу, вот выход. Тоже сумел взять довольно неплохое движение и неплохо заработать. Итак, первое, что нам необходимо и желательно иметь, конечно же, это определенный тренд. Давайте разберем пример бычьего движения. Рынок у нас находится в тренде, следовательно, каждый последующий минимум и максимум у нас становится выше предыдущего. Второй элемент, который необходим, нам необходимо иметь резкое, волатильное, то есть очень большое ускорение цены. Оно должно быть, я покажу, конечно, на практике, но оно должно быть такое, когда вам кажется, что цена сейчас вот просто монитор пробьет, вы должны увидеть вот подобное движение. Просто вертикальный взлет или просто резкий импульсный штопор просто вниз. То есть рынок должен прям вот резко куда-то взлететь. И это важный элемент. Без него все ваши попытки зайти в разворот будут очень-очень чреваты. Сразу после того, как вы увидели резкий взлет, вам необходимо посчитать АТР. На тему АТР у меня есть отдельный вебинар. Я вам ссылку оставлю. Перейдете, ознакомитесь с ним, будете понимать, потому что тема обширная, мне в рамках вот небольшого видео про него не рассказать. Посмотрите, будете понимать. Не ударяясь в тонкости и нюансы, это вы все сделаете, просмотря вебинар. Вам необходимо просто посчитать размер волн. Какие они у вас в среднем плюс-минус на рынке бывают. Предположим, здесь волны длятся, допустим, 10 рублей, да? И здесь самое главное, в случае, если вы увидели такой резкий взлет, и этот взлет несколько раз превышает ваш АТР, например, 2 АТР, да, то есть вместо 10, например, 20 рублей прошел это. То есть вместо 10, например, 20 рублей прошла, допустим, эта бумага. Вот здесь вам нужно искать сделки на разворот. Здесь дорого. И вам здесь нужно продавать для того, чтобы зарабатывать. То же самое относится и к нисходящему тренду. Вот у вас есть нисходящий тренд. Происходит штопор вниз. Если вы видите, что вы к этому моменту прошли АТР, здесь дешево и здесь нужно покупать. Но делать это нужно не просто так. Это не нужно делать, вот просто посмотрели на график, увидели АТР и вошли в позицию. Тогда вы получите стоп, это гарантированно. Вам необходимо увидеть, что в моем случае покупатели у вас дали слабину, они провалились. То есть вам нужно увидеть переход инициативы, в моем случае, от покупателей к продавцам. Мы не будем сейчас ударяться в механику рынка. Я тоже тебе оставлю ссылку на тему механики рынка. Просто поверь мне на слово, что когда ты имеешь подобное движение, в рынок все покупатели, которые хотели купить, они уже зашли в позицию. И, соответственно, для того, чтобы пойти цене выше, должен еще появиться какой-то покупатель, который будет тратить на это деньги. А где взять этого покупателя, если покупатели будут покупать по очень высоким ценам? То есть они будут покупать очень дорого. Таких дураков мало. Вследствие чего у нас одна часть перестает покупать, другая часть фиксирует прибыль, и у нас происходит движение вниз. И это я называю перехватом инициативы. То есть когда покупатели ослабли, и продавцы берут шефство, так сказать, за рынком. Когда цена у нас движется вниз, она привлекает новых покупателей, вследствие чего рынок вырастает немножечко выше. И здесь важный момент. Если вот здесь появятся новые продавцы, рынок сделает большой рывок вниз, и он развернется, и ты на этом заработаешь. Только здесь должны появиться продавцы. Трейдеры с опытом это называют появление ступеньки. Я это называю появлением колена. В общем, сленгов очень много, да, и слов касаемо этого вопроса тоже очень много. Тебе важно увидеть, что у тебя появился новый, в моем случае максимум, ниже предыдущего. И это будет у тебя означать, что покупатели у тебя ослабли и появились очень мощные продавцы. И сейчас ты будешь зарабатывать на этих продавцах. Также это указывает на то, что все вот эти товарищи, которые заходили в покупку, они сейчас будут выходить с огромными убытками.
И вследствие чего рынок будет двигаться еще ниже, и еще ниже, и еще ниже, пока вот эту группу хомяков, которые здесь покупали по высоким ценам, не отступит. Хорошо, с теорией покончено. Перейдем теперь к практике. Итак, вот неплохая ситуация, чтобы это все продемонстрировать. Здесь мы видим такую ситуацию. Рынок вырос, раз откатил, второй раз откатил. И вот у нас что-то начинает появляться вроде колена. Что нам дальше необходимо? Нам необходимо посмотреть в среднем, какие движения у нас происходят. Давай посмотрим вот это движение. В среднем примерно, с первую строчку смотрим, примерно где-то 3000 пунктов. Смотрим вот это движение. В среднем оно плюс-минус, один момент, плюс-минус вот эта бычья волна продлилась 3200 пунктов. Хорошо, переходим дальше в историю и смотрим, в данном случае нам нужно смотреть только бычьи волны. Смотрим вот эту бычью волну. Вот у нас бычья волна. Она длилась примерно 1000 пунктов. Вот здесь у нас бычья волна. Она длилась примерно плюс-минус тоже в районе около 1000 пунктов. Сейчас я еще раз сделаю. Да, тоже 1200 пунктов она длилась. Вот эта бычья волна, она длилась где-то 600 пунктов. То есть в среднем бычьи волны здесь длятся плюс-минус 1000-2000 пунктов. На текущий момент мы прошли 3200 пунктов. Это означает, что АТР пройден. Это означает, что здесь дорого для того, чтобы продать. Хорошо, сейчас бы я хотел сделать сделку на продажу. Чтобы зайти здесь на продажу, я должен увидеть колено. Если рынок позволяет вам здесь поставить небольшую наклонную линию, ставьте ее. Вот я здесь могу поставить такую наклонную линию. У меня на канале есть видео касаемо наклонной линии. Ссылку на нее оставлю, тоже будете понимать этот процесс. Ну, то для того, чтобы понять, если вы не понимаете, где будет формировано колено. Для этого нам нужно увидеть, что у нас появится свеча ниже этой наклонной линии. И рынок, грубо говоря, здесь застолбится. Можно сделать и без наклонной линии, просто глазами посмотреть, вы должны увидеть, ну в моем случае будет вот такая ситуация, да? Вот такая ситуация. То есть у нас появится максимум ниже предыдущего. Но если есть возможность поставить наклонную линию, и вы начинающий, ставьте ее. Хорошо, поставили с вами наклонную линию, и давайте с вами подождем реализации. И вот здесь происходит пробой этой наклонной линии. Здесь нам нужно заходить в продажу. Я выставляю свою короткую позицию. Теперь важный момент. Где выставлять свой take profit? Take profit в данном случае я рекомендую ставить начало вот этой большой волны. То есть, если отобразить это схематично, вот у вас есть волна наверх, после этого происходит взлет, после этого происходит формирование колена. Вы можете здесь поставить свой стоп-приказ за это колено, либо поставить чуть-чуть пониже, здесь мы его поставим чуть пониже, но к этому чуть позже, а свой take profit поставить на начале этого большого движения, здесь поставить take profit. Давайте мы здесь определим take profit примерно где-то в этой области, стоп-приказ мы выставляем за колено. И здесь сделка у нас с потенциалом примерно 1 к 3. И вот мы вышли по take profit. Рынок дошел до нашего профита. С нашей целью довольно неплохо сработано. Вот следующий пример. Та же самая ситуация. Смотрим, что у нас есть прострел наверх. У нас есть бычья волна. Здесь до этого рынок тоже формировал бычью волну, но при этом не формировалось колено. Вот у нас здесь есть движение на 3875 пунктов. АТР штука изменчивая, она постоянно меняется, то есть иногда волны становятся больше, иногда меньше. Здесь в среднем я посчитал около 2500 волны происходит. Мы уже прошли 3600. В нашем случае нам необходимо сейчас дождаться определенной коррекции, она уже происходит. И важно дождаться появления колена. В случае, если у нас появится колено, мы зайдем по той же самой логике. Опять же, если вы боитесь прямо тут заходить, можете поставить такую трендовую линию небольшую. Вот у вас трендовая линия. Здесь очень хороший пример для того, чтобы показать, что трендовые линии, они довольно, в таком небольшом масштабе работают. Даже не трендовая линия, больше наклонная. Трендовая немножко другое. Вот у нас произошел пробой этой трендовой линии, и цена закрепилась ниже нее. Здесь заходим в позицию, стоп-приказ выставляем за это колено. Take profit выставляем на начале вот этого большого движения. То есть take profit выставляем сюда. Сделка с меньшим соотношением риска к прибыли, но все равно в плюсовой области. И тоже вышли здесь по нашему take profit. Хорошо, вот что важно тебе запомнить. Первое. Ты должен увидеть трендовую структуру.
То есть ты должен увидеть, что рынок куда-то движется. Второе. Ты должен увидеть резкое ускорение цены. То есть цена должна сделать резкий рывок. Либо резкий взлет, либо резкий штопор. Третье. Ты должен увидеть колено. Стоп-приказ ты выставляешь за колено. Take profit ты выставляешь в начале этой волны. Эта штука работает. Причем она работает очень давно. Как жаль, что я не торговал ее с самого начала, я бы не делал глупых ошибок. Причем вы можете проверить это даже на истории. То есть вот перед нашей, например, сделкой, вот здесь вы бы могли зайти в покупку, например, вот здесь. Вот у вас есть нисходящий тренд, вот у вас нисходящий тренд, вот у вас есть штопор вниз, вот у вас появляется колено, и вы бы здесь могли зайти в покупку. Я тоже здесь хотел бы зайти в покупку, но в тот день рынок, по-моему, я очень поздно смотрел и проморгал эту точку входа. Тем не менее, здесь она была прям стопроцентная. А вот здесь вы бы получили стоп-приказ. Здесь я делал сделку на продажу по той же самой логике, но получил свой заслуженный стоп-приказ. Не каждый сигнал здесь отрабатывает. Вот здесь стоп-приказ. Вот точка входа в продажу. Вот выход, получил стоп-приказ. Но эти стопы с лихвой компенсируются хорошими полноценными движениями, поскольку при развороте происходит обычно очень хорошие движения. Используй эту торговую стратегию и зарабатывай. Сегодня я тебе рассказал всего лишь одну торговую стратегию, которую сейчас я очень часто использую. Однако ее будет недостаточно для того, чтобы зарабатывать на рынке. Если ты хочешь зарабатывать так же, как зарабатываю я, так же, как зарабатывают мои действующие студенты, тебе необходимо пройти наше обучение. Ссылка на него находится в описании. Перейдешь, ознакомишься с ним. Сразу после обучения, во-первых, ты составишь свою собственную торговую стратегию, заточенную под твой рынок. Во-вторых, ты сможешь читать графики на основе спроса и предложения, и ты будешь умело понимать, как заниматься трейдингом на бирже. Ну и в-третьих, самое главное, ты научишься зарабатывать деньги. Причем будешь зарабатывать деньги с гарантией. У нас есть юридическая гарантия, и мы подтверждаем каждое слово, которое я здесь говорю. Ссылка на наши курсы находится в описании. Перейди, ознакомься и втягивайся в этот процесс. Впереди сложные времена, ты это все прекрасно понимаешь. Наверное, что ты уже, по себе как-то это чувствуешь, что уже приходится урезать бюджеты, что-то на чем-то там экономить и так далее. Впереди еще будет веселуха, это только начало. И ты можешь послушать любого экономиста, даже прям патриотичного экономиста. Нет, не будет ни одного экономиста, который скажет, что впереди будет тишь гладь, Божья благодать, так сказать. Впереди сложные времена. Если не трейдинг, я не знаю, чем вы будете заниматься. Бизнес сейчас, сами понимаете, очень рисковая штука. У вас остается только один путь, это трейдинг. Других путей у вас нет. Пока одни разоряются, кричат, что все пропало, все плохо, вы будете делать деньги на рынке. Так же, как делаю я и так же, как делают мои действующие студенты прямо сейчас. Присоединяйтесь к нашему сообществу зарабатывающих людей. Ссылка в описании, перейдите, ознакомьтесь. Счастливо, зарабатывайте.